у вас зашумело в глазах, звездочки перед глазами, прилив такого жара к лицу, вам нехорошо, вы вообще не знаете, что и как, в глазах помутнело, и это первые признаки того, что у вас повысилось давление. А если у вас еще и есть лишний вес или, не дай бог, ожирение, то осторожно в этом. Обязательно обратите внимание, вы в группе риска. И сегодня мы с вами поговорим о том, как ожирение, лишний вес повышает наше артериальное давление. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Дорогие мои, а вы вообще-то когда-нибудь задумывались о том, что каждый второй человек на нашей планете умирает от высокого давления? Да, от инсультов, от инфарктов, от проблем нашего сердца. И почему так происходит? Да когда у нас повышается давление 140 на 90, страдают наши глаза, почки, сосуды становятся жесткими, неэластичными, и, соответственно, возникают хронические заболевания, такие как инфаркты, инсульты, и это очень и очень опасно. Вы спросите, ну при чем тут взаимосвязь, лишний вес и высокое артериальное давление? Дорогие мои, очень просто, и об этом врачи почему-то умалчивают. Да потому что, когда мы имеем лишний вес, у нас постоянные происходят скачки сахара. То есть наш организм реагирует на любой прием пищи выбросом инсулина. И когда у нас уровень инсулина повышен, а инсулин, он обладает не только способностью регулировать углеводный баланс, он также удерживает соль и воду. А это приводит к повышению нашего артериального давления. И когда у нас все время вот эти скачки сахар, инсулин происходит, это приводит к инсулинорезистентности. А что такое инсулинорезистентность? Теперь в мультиках. Все просто, чтобы вы поняли. Вы, например, сидите дома в наушниках, слушаете вашу любимую музыку и ждете доставку еды. Ваша квартира – это наша клетка. Курьер, который должен доставить вам еду, которую вы заказали, это инсулин. И вот приходит наш курьер, звонит в дверь, а вы из-за того, что вы в наушниках, не слышите. И он вам звонит, а вы не открываете. И что происходит? Вам еду не доставили, вы звоните опять, у меня нет еды, заказываете еще раз, вам доставляют очередную еду, вы опять не слышите, курьеры у вашей двери собираются, инсулин, а вы все не открываете, потому что вы не слышите. И что делает наш курьер? Курьер идет вниз и отдает доставку вашей еды, вашу посылку, кому? Вахтеру. И вахтер, он собирает все эти посылки. Почему? Потому что наш инсулин, он является гормоном-накопителем. И вот столько уже собралось этих посылок, которые не могут попасть к вам в квартиру из-за того, что вы не слышите. И в реальности куда идет наш переизбыток инсулина? Он идет в наши жировые клетки. И что происходит? То же самое происходит с нашим организмом. Вы питаетесь сахарами, быстрыми углеводами, какими-то булочками, все. Ваш курьер звонит вам в дверь, вы не слышите, вы опять же заказываете еду, вы вроде как едите, а не насыщаетесь. У вас чувство голода постоянно накапливается, вы хотите есть, и вот происходит этот самый дисбаланс нашего организма. При инсулинорезистентности всегда идет перерасход витамина D. А если у вас в организме нехватка витамина D, это также ведет к
повышенному давлению. Что в этом случае нам рекомендуют врачи? Они прописывают нам какие-то таблетки, которые понижают наше давление, но это зачастую является диуретиком, то есть мочегонными средствами. Вы выпили это мочегонное средство, таблеточку, вроде бы как вся жидкость вышла из вас, сошла, вам стало легче, давление понизилось. Также они советуют, заниматься спортом, похудеть, может быть, некоторые рекомендуют в лучшем случае, да, но в основном они прописывают именно эти самые диуретики, мочегонные средства. И заметьте, это целая большущая индустрия, потому что за каждый выписанный рецепт пациенту лечащий врач получает какую-то прибыль от государства. Во всяком случае, это так работает в Европе. Я не буду говорить обо всех других странах, не знаю, но именно так происходит в Скандинавии, в Европе, когда чем больше ты выписываешь рецептов, то тем больше врач лечащий получает и денежек. То есть это такая своего рода индустрия. Да, мочегонные диуретики, они выводят лишнюю соль, то есть натрий. Но, внимание, мочегонные также выводят калий и магний из нашего организма, который нам так необходим и без которого наше давление опять же повысится. А для нормализации нашего давления нам необходимы именно эти два минерала – калий и магний. Калий, он отвечает за расслабление нашей парасимпатической системы, а магний для расслабления нашей мышечной, мускулатурной массы. Все было бы хорошо, и мы бы могли с вами получать эти самые минералы калий и магний из пищи. Но, дорогие мои, как мы с вами в основном питаемся? Это как? Жареная картошка с котлеткой, может быть, ломтик помидора, это ура-ура. Или же макароны с сосиской, с сарделькой какой-то, опять же, ломтик огурца. Этого недостаточно, потому что в основном наша пища, к сожалению, является углеводной, а 1 грамм углевода задерживает 5 грамм жидкости, то есть воды. Вы понимаете, что мы из-за того, что неправильно питаемся, скапливаем в организме столько жидкости, что мы начинаем отекать. И что? И давление, естественно, у нас повышается. Помимо этого, мы набираем вес, мы весим больше. И эти минералы нужно дополнять и восполнять из салатов, зеленолиственных, зелени различной, но мы этого недополучаем, к сожалению. Поэтому сейчас мы перейдем к тому, как нам нужно будет питаться для того, чтобы снизить наше артериальное давление или же гипертонию. Смотрите, лишний вес, естественно, дает нагрузку на сердце, на сосуды и так далее, но мы еще должны помнить и знать о том, что лишняя жировая масса, она выделяет определенные вещества, которые провоцируют все воспалительные процессы нашего организма, и мы начинаем болеть. Что это за болезни? Это нарушение нашей работы, нашего кишечника. Это неправильная микрофлора, запоры, дисбактериоз. Все это приводит к этим самым воспалениям, причем еще и мы начинаем отекать, нам нужно выводить натрий, то есть вот этот дисбаланс соли и воды в организме, все это приводит к высокому давлению. А теперь, как я уже обещала, начинаем решать нашу проблему без таблеток. И как же мы это делаем? Но прежде всего, первым пунктом мы с вами должны улучшить работу нашего пищеварения, нашего кишечника, дать ему хоть немножечко как-то помочь работать. И это только мы с вами можем сделать нашему дорогому организму, подарить вот такой подарок восстановления работы нашего кишечника. Прежде всего, мы должны добавить в наш рацион всю клетчатку. Это, повторюсь, зеленолиственные, салаты в каждый прием вашей пищи,
всевозможные зеленушки, ну все, что вы видите зелененькое, это все великолепно. Можете немножко добавить, естественно, помидор наших любимых или же огурчика. Это должно быть в каждый прием пищи. И также вам нужно, если вы не любите клетчатку, то хотя бы добавляйте по столовой ложке на стакан воды псилиума и выпивайте это 1 раз в день. После приема псилиума вам нужно выпить хороший такой стакан воды, иначе у вас могут возникнуть запоры. Псилиум – это шелуха подорожника, она является клетчаткой, и вы хотя бы немножечко восполните вот этот недостаток клетчатки в вашем организме. Клетчатка, она, во-первых, вас обеспечит регулярным стулом, также уменьшит какие-либо воспаления в вашем организме и улучшит обмен веществ. Второе. Вводите в вашу жизнь какие-то микропривычки, такие элементарные, как, например, не жесткие диеты, а посмотреть и рассмотреть свой режим питания. К примеру, завтрак должен быть белковым, вы должны соблюдать режим питания, то есть питаться по часам, когда ваш организм будет готов к тому приему пищи, который вы должны ему подарить сейчас. И обязательно нужно также соблюдать водный баланс, то есть выпивать ту норму воды, которая необходима нашему организму ежедневно. Ну и, конечно же, в нашу жизнь нужно вести физическую активность, опять же, которая должна соответствовать вашему возрасту. Если вам 70 лет или 60, то вы не должны бежать в фитнес-клуб и изнурять себя какими-то там такими, знаете, нагрузками непосильными. Нет, вы должны хотя бы каждый день выходить на улицу, дышать свежим воздухом и обязательно гулять, нахаживать энное количество километров, как я говорю, или шагов. Не обязательно иметь вам часы умные, заумные с шагомером, а просто-напросто 15, 20, 30 минут, а еще лучше, если вы час погуляете, это тоже будет великолепно сказываться на вашем организме. Дыхательные упражнения. Если вы чувствуете приближение вот этого вот повышения давления, вы должны обязательно медленно подышать, как я всегда говорю, квадратом. 4 подышали через нос, вдохнули воздух, потом задержали на 4, раз, два, три, 4, потом выдохнули через рот, раз, два, три, 4, и опять задержали дыхание на 4. И так продолжаем, делаем это упражнение 4 раза. Тоже вы немножко успокоитесь, когда вот этот криз приближается, да, то есть вы успокойтесь, сосредоточитесь, и давление немного упадет. Но это так, как экстремальная помощь. Снижение стресса, и вам нужно наладить режим сна. Это очень важно. Поэтому вы должны как бы заниматься медитациями, может быть, йогой, вести более, легко сказать, вести более спокойный образ жизни, но тем не менее вы должны научиться заземляться, притормаживать немножечко. Если вы что-то не успели сделать сегодня, не волнуйтесь, скажите себе, что это я сделаю завтра, все, то есть мы спешим не спеша. И обязательно нужно ложиться сегодня, а не завтра, то есть это до 11 часов вечера, а лучше еще и пораньше. Для того, чтобы был хороший сон, вам нужно проветрить хорошенечко комнату, отложить все гаджеты за 2 часа до того, как вы ляжете в постель. Помещение проветренное, должно быть темно. И перед сном всегда говорю, похвалите себя хотя бы 3 раза. Пока вы будете сосредотачиваться на том, что вы такого хорошего сегодня сделали, за что вас можно похвалить, вы настроитесь на позитивный лад, и с хорошими мыслями вы уснете. Ну, если вы будете еще делать, как я уже выше сказала, дыхательные практики, медитации, это будет еще лучше. И напоследок я скажу, что очень и очень важно наладить водно-солевой баланс. Вот это вот натрий, который там, понимаете, мы сливаем благодаря мочегонным лекарствам, и вода
мы должны найти этот самый баланс. Ни в коем случае нельзя исключать полностью соль. Никогда вам нельзя садиться на какие-то там бессолевые диеты. Вы должны просто-напросто гармонично питаться, и всех микро-макроэлементов в вашем рационе должно быть достаточно. И, конечно же, вы обязательно должны добавить минералы, магний и калий, которые будут успокаивать вашу нервную систему и которые будут восполнять все те элементы, которые вам так жизненно необходимы. Поэтому, дорогие мои, для того, чтобы снизить наше давление, вам нужно сбросить пару лишних килограмм, и вы сразу же себя почувствуете гораздо лучше, у вас будет прилив энергии, вы будете более энергичны, если же, опять же, мы наладим наш рацион питания, будем кушать правильно, много зелени, добавим вот эти минералы, о которых я сказала, калий, магний, наладим наш водно-солевой баланс, то есть натрий будет в норме, и вы себя почувствуете гораздо лучше, и давление ваше снизится до нормального. Думайте о себе и берегите себя, умоляю вас, потому что никто другой на ваш организм не может повлиять, кроме как вас самих. Будьте все здоровы, счастливы, живите под мирным небом, и всех вам благ. Ну, а с вами была Виктория. Я надеюсь, что сегодняшнее короткое видео было для вас немножечко хотя бы полезным. До новых встреч и до новых видео. Пока.